Good morning, ladies and gentlemen. Доброе утро, дамы и господа. I would like to commend you for being here today. That means you care about your soils. За то, что вы приехали сюда, это означает только одно: вам не безразлична судьба ваших почв. As they spoke this morning, they spoke about the commonality that you have within your own continent. I would like to speak about over the next 2 days the commonality we have within our universe. Вы сегодня говорили о схожести или различии в рамках, скажем, вашего региона, в рамках Российской Федерации. Сегодня и завтра я буду говорить о различиях и схожестях в рамках всей планеты. We as soil caretakers want to capture sunlight. Все, кто заботятся о почвах, мы хотим как можно больше солнечного света получить. And we want to harvest water. И хотим накапливать как можно больше воды. And we share carbon molecules. И мы делимся молекулами углерода. And once we understand how this system works, и как только мы поймем, как работает система, we understand how common we are as human beings. Мы поймем, насколько мы все одинаковы. On my first slide here, this is a cartoon that says bushels equal profit. Здесь на первом слайде я вот нарисовал такой шарж. Видите, там сверху у учительницы написано «больше бушелей, больше прибыли». The educator is cutting everybody's ideas into square boxes. Учительница обрезает как бы идеи любого человека и гоняет их в рамки этого квадрата. Hopefully I will show you how you can change this square box back into your idea. Надеюсь, я смогу объяснить вам, как из этой коробочки назад вернуться к своей идее. Do you trust what you know more than you trust what you don't know? Вы больше всего верите тому, что знаете, или тому, чего не знаете? We do not trust what we don't know. Мы не верим, мы не доверяем тому, чего мы не знаем. Over the next couple days, perhaps you will know more, so you will trust more. Надеюсь, за ближайшие несколько дней вы узнаете больше, и уровень доверия ваш тоже повысится. I will ask you to trust in your soils. Я буду просить вас, все эти 2 дня буду просить вас верить в ваши почвы. It's very hard to believe in something when your paycheck believes in something else. Очень сложно верить во что-то, если кто-то другой верит в другое. If you are not making money, you cannot spend money. Если вы не можете зарабатывать, то вы не сможете и тратить деньги. Right, here's where I'm located in the world. Здесь стрелочкой я показал, где находится моя ферма. Ryan is going to be located here. Ryan Spears is right Райан down here. Спирс, следующий докладчик, он находится здесь. Right here is where I'm located in the world. It's in the United States. It's the poorest county in the whole United States. Я хочу вам сообщить, что я работаю, это считается самый бедный округ во всех Соединенных Штатах. It's the poorest because our soils are very rich, but if they're mismanaged, they are very poor. Бедный, самый бедный, потому что на самом деле наши почвы богаты, но из-за неправильного обращения с ними они стали очень бедными. They spoke about a few of the restrictions that have to do with agriculture this morning. У каждого сельхозпроизводителя есть свои ограничения. The first one is our governmental restrictions. И некоторые из них это, например, ограничения, накладываемые правительствами. Social ones where your neighborhood wants to laugh at what you're doing. Есть социальные ограничения, когда соседи смотрят на то, что вы делаете, и начинают смеяться над вами. Economical, your bankers and your landlords want to try to control you. Экономические ограничения, когда банкиры или землевладельцы пытаются контролировать то, что вы делаете. Environmental, it gets too much rain or not enough. Экологические, кто-то жалуется, у меня много осадков, кто-то жалуется, у меня очень сухо. And here's the most important one, is understanding we have too many conflicting opinions. И последний, как бы самый важный, это само понимание, потому что со всех сторон на нас сваливаются разные мнения. Over the next couple days, you're going to hear all kinds of new ideas that are going to cause you to go, this will not work for me.
И в течение ближайших 2 дней вы услышите такое количество идей, и по поводу некоторых вы даже можете сказать, это у меня работать не будет. And somebody will come up to you and say you are correct. А кто-то подойдет, похлопает по плечу и скажет, да, не будет. What I am going to show you is what is happening with my soils. Сейчас я хочу вам рассказать, что происходит с моими почвами. And it can happen with your soils because we share the same sunlight, the same water, and the same carbon molecules. И, возможно, вы узнаете в этом и свои почвы, потому что мы живем под одним солнцем, мы пользуемся одним и тем же углеродом. If all these restrictions were eliminated, would you still farm the same way as you do it? Вот если убрать все те ограничения, о которых мы только что говорили, вы продолжите вести свое хозяйство так же, как сейчас. On our soils, we farm the way we wish to farm. На наших почвах мы ведем работу так, как мы этого хотим. No-till is a concept that you take to the field. It's a concept of the mind. No-till – это склад ума, который вы несете на свои поля. Here's our rainfall for the year is 420 mils. Как видите, мы получаем 425 миллиметров осадков в год. And here's how it falls, much the same as your country. Вот такое распределение, возможно, у некоторых из вас такое же распределение. Here's our yields under tillage. Это наша урожайность при традиционной обработке. Between 1 ton and 1.5 ton for the wheat, and about 2.5 tons for the corn. Видите, по пшенице 1,2-1,4 тонны с гектара мы снимали и 2,5 тонны по кукурузе. Here's how we manage our soil health on our farm. Is right down here with corn, 2.5 ton of yield divided by the moisture gives us 2.9 kilograms per millimeter of moisture. Я хочу поделиться вот идеей, одним из вариантов управления фермы. Видите, внизу. То есть мы собираем 2,5 тонны с гектара кукурузы, делим на общее количество осадков, то есть мы на миллиметр осадков получаем 2,9 килограмм кукурузы. This is the number I would like you to remember. Я прошу вас сейчас запомнить эту цифру. The first year in our rotation is wheat. Первый год мы выращиваем пшеницу в севообороте. Right here we've been no-tilling for 5 years at this point, and we've doubled our wheat yields. На этой фотографии это мы уже применяем no-till 5 лет, и как видите, урожайность пшеницы увеличилась вдвое. We will back up and explain who I am first before we continue. Прежде чем мы продолжим, хочу небольшую паузу взять, объясню, кто я такой. I'm a 4th generation farmer. Я фермер уже в 4-м поколении. We started no-tilling 30 years ago. No-till мы начали применять 30 лет назад. With 0 disturbance openers. При помощи сошняков, не нарушающих почвенный слой. For the last 18 years we've been using cover crops. Последние 18 лет мы уже используем покровные культуры. And binary crops. И бинарные посевы. And this is how our soils have come alive. И именно так мы вернули к жизни наши почвы. Stripper headers have been on our farm since 1995. Уже в 95 году мы начали использовать очесывающие жатки. The first ones in the North American continent were on our farm. Хочу похвастаться, самая первая очесывающая жатка вообще в Северной Америке была на моей ферме. This is what harvest looked like in 2012. В 2012 году вот так выглядит уборка урожая. I am an owner, operator, the agronomist, and everything else on the farm. Я владелец фермы, я оператор комбайна, я агроном, в общем, не надутый грець. This is me sitting in that combine. Вот в первом комбайне там я. This makes me a bit unique to agriculture in your countries, because many times you have many people in your staff. Это, я хочу обратить ваше внимание, вот я считаю, это делает меня уникальным по сравнению с вашей страной, потому что у вас чаще всего все эти должности занимают разные люди. This is my son. Это мой сын.
This picture's in here to show our chaff spread. We wish to have our residue spread the same width as our header. Здесь я показываю разбрасыватель половы. Обязательное условие – это разбрасывать на полную ширину жатки. It takes 25 seconds for the wheat to go from here to here. Пшеница проходит от начала жатки до накопителя в комбайне за 25 секунд. This is all the longer that your field should ever be without a living root in them. И это самое длительное время, в течение которого на поле ничего не растет. We have learned to plant a crop directly behind this harvester. Мы поставили перед собой цель и успешно ее достигаем. Сразу за комбайном идет сеялка. This is what our harvesting equipment looks like this year. Вот так вот в этом году выглядел наш комбайн. The stripper headers have allowed us to have not more snow in our field, but softer snow in our fields. После очесывателя вы видите, снега мы накопили не так много, но зато этот снег был такой вот пушистый. Which allows us to keep our soil biology warmer in the wintertime. Благодаря тому, что он такой был пушистый, он создавал как одеяло, и почвенная биота хорошо себя под ним чувствовала. Many times we let our soils get too cold in the wintertime and everything dies. К сожалению, очень часто почвы замерзают, и все у них умирает. Year 2 is corn, a warm season grass. На следующий год это кукуруза, это злак теплого периода. Right here you can see it's unplanted here and it's planted here. Видите, справа на экране не посеяно, слева на экране посеяно. And if you notice, my residue is all laying flat on the ground. Как видите, все растительные остатки уложены на поверхность почвы. This is because my plants were not sequestering any carbon and my biology ate the stored carbon. Потому что растения не могли секвестрировать углерод из атмосферы, и пришла моя биота и съела накопленный углерод. So they ate my crowns off of my wheat plants and they tipped over. Они, получается, как вот надгрызли корневую шейку, и вот любое касание, и растение упало. We have rectified this problem by planting cover crops. Эту проблему удалось решить путем посева покровных культур. Now our residue remains standing. Теперь вся стерня стоит вертикально. Now my openers just have to comb the residue. И сошнику нужно только как расческой пройтись. Much the same as the hair on your head. You can comb it if it's attached, but if it's cut off and thrown on the floor, you can no longer comb it. Тут ситуация точно такая же, как с волосами. Пока волосы растут на голове, вы можете взять расческу и хорошо их расчесать, а попробуйте их срезать и бросить на пол, вы их уже не расчешете. This is what our seeder looks like this year. We run 2 of these. Так выглядит наша сеялка, у нас 2 такие. No longer any residue managers, anything, just sharp blades cutting the soil. Больше мы не используем никаких очистителей рядков, только острый диск. The corn crop in mid-June. Кукуруза в середине июня. The corn crop towards the end of the season, 7.1 ton. К концу сезона 7-15 тонн с гектара урожай. So at this time we've already doubled yields. То есть к этому времени урожайность удвоилась. The corn crop 9.7 ton. Здесь урожайность 9.07 тонн. These yields were only hoped for at one time. Когда-то мы лишь надеялись, что получим такую урожайность. Today on our farm, these have become the average yields. А на сегодняшний день это наша средняя урожайность по ферме. With 400 mils of water. При этом мы получаем 400 миллиметров осадка. And no irrigation. Никакого орошения. Occasionally we wind up harvesting corn in the snow. Иногда уборка кукурузы заканчивается уже под покровом снега. This is when we stop harvest. А вот в это время уборка заканчивается уже совсем. Year 3 is a broadleaf. На третий год мы выращиваем широколистную культуру. Here we use whatever we think the soil wants to have planted in it. В этот год мы будем выращивать то, что почва скажет, посеете в меня. And I'll explain this later. Чуть позже я объясню. Here we have
planted, unplanted. Опять слева у нас, слева от вас не посеяно, справа от вас посеяно. 0 herbicide applied. 0 литров, 0 грамм гербицидов. This is flax, Это лен, buckwheat, гречиха, sunflowers, подсолнечник, 3.1 ton per hectare. 3 тонны с гектара, Sunflowers, подсолнечник, 3.9 ton per hectare. 3,9 тонн с гектара, Vetch, вика, field peas, горох полевой, Soybeans. соя, radishes, редька, chickpeas. нут. This is our cow herd on native grass. Это наши коровы, наше стадо на природных землях. These are the non-arable acres. In America, we tried to use all of our acres. Это вообще никак не обрабатываемая земля. В Америке мы стараемся каждый клочок земли использовать по назначению. This is another pasture. You can see the cows way off in the distance. Еще одно наше пастбище, там вдалеке на фотографии можно увидеть коров. The mature cows, when we bring them home for the winter, they go on to our farmland. Когда наступает зима, мы с пастбищ забираем вот взрослых коров, и они пасутся на нашей ферме. They stay out on the paddock all year long, Они на выпасе круглый год. whether it's minus 30 degrees or plus 100 degrees. И неважно, минус 30 на улице или плюс 100. So we're trying to figure out how to make that much more valuable food for them to eat. И мы стараемся понять, как сделать то, что мы выращиваем, более ценной едой для них. So we started planting binary crops. И мы стали высевать бинарные посевы. This is what it looked like this year. Вот так это выглядело в этом году. The corn yielded 8.8 ton per hectare, Кукуруза дала 8,8 тонн с гектара, and we have a lot of valuable feed in underneath that. а внизу очень много ценного корма. We have alfalfa, У нас есть люцерна, in case we need to feed these cows. если нам понадобится кормить коров дополнительно. In 1998 was the first year we planted a cover crop. В 98 году мы первый раз посеяли покровную культуру. This is a terminated alfalfa field that we're sowing cover crop in. Здесь был остановлен рост люцерны, и мы в нее всеяли покровную культуру. The only reason we're sowing the cover crop is to sequester carbon molecules to feed my soil biology. Мы высеваем покровные культуры с одной целью – секвестрировать. Going on here, we have warm season broadleaves for weeds. Вот обратите внимание, вот я пришел на это поле, посмотрел, так, что тут у нас? Ага, выросли широколистные теплого периода, как сорняки. The wheat residue below is a cool season grass. А внизу лежат остатки злака холодного периода. The corn plant is a warm season grass. Кукуруза – это злак теплого периода. This soil right here is telling me loud and clear it wants to have a warm season broadleaf planted there. То есть эта почва сейчас просто вопит, что я должен посеять широколистную культуру теплого периода. Because that's what my weeds are. Потому что именно такие сорняки выросли. Sunlight capture, see we have no sunlight hitting our soil. Перехват солнечного света, как видите, на земле ни одного светлого участка. We used to plant much thinner because the universities told us to. Мы раньше высевали меньшую популяцию, потому что так говорили в университете. We must keep the sunlight off the soil surface so the water does not evaporate away from the plants. Нужно защищать почву от солнечного света, чтобы как можно меньше влаги испарялось с поверхности. Right here are the yields for 2012. Это урожайность 2012 года. Once again, we're very short on moisture. Влажности было мало. Yields are 6.9 ton per hectare. 6,9 тонн с гектара урожайность. Water use efficiencies are 9.5 tons. Эффективность использования влаги 9,5 килограмм на миллиметр. It costs us $84 a ton to grow that corn. $84 за тонну стоило выращивание этой кукурузы. So what happens is we have to buy more trucks. Пришлось купить больше машин. And we have to build more silos. И построить больше зернохранилищ. Just to get harvest done in a timely fashion. Чтобы убрать все вовремя. This is what the cover crops looked like that year. Вот так выглядела покровная культура в том году. Extremely dry, extremely hot. They do not do well. Очень жарко, трудно ей было.
but they are still sequestering carbon molecules to feed my biology within the soil. Но все равно, она все равно берет этот углерод и кормит мою биологию. So I still maintain soil health. То есть я все равно продолжаю заботиться о здоровье почвы. This is what the monoculture cover crop looked like that year. А вот так выглядела покровная культура, монокультура. And where we did our testing on this for the next year, these cover crops showed a significant yield increase the next year, even though they look like И this. несмотря даже на такой внешний вид, на следующий год эта покровная культура дала большой скачок урожайности на следующий год. This is what my worms look like when it's extremely dry. Когда очень сухо, вот так выглядят мои They go into a червяки. diapause, Они как бы впадают в спячку. and they just form a little senescing area here that is covered with a mucus so that they're sealed. Они как бы залазят как кокон и покрываются слизью, как пломбируют себя. So the dry soil cannot suck the moisture out of their body. Чтобы почва сухая не вытягивала влагу из их тела. Now, if you come across this paddock with any kind of vibration or tillage, you're going to crack that seal. Если вы пройдете по полю и создадите вибрацию любым орудием, то вы разобьете эту пломбу. And when you crack the seal, they dry out and die. Если вы разобьете пломбу, червяк просто высохнет и погибнет. This is what our sunflower yields look like because of those cover crops in 2010. Вот так выглядела урожайность подсолнечника за счет покровной культуры в 2010 году. Here's the corn yields you've seen earlier. Это урожай кукурузы, вы In раньше видели 2011. в 2011 году. Look at what the sunflowers did where we had no cover crop 1.4 ton, where we had a cover crop 1.7 ton. А вот посмотрите, без покровной культуры 1,4 тонны подсолнечника, с покровной культурой 1,7. 2 years later. Спустя 2 года. Right, here's what our soils look like when we have moisture. There's an earthworm there, there's 6 earthworms in this. Вот так выглядит моя почва, когда достаточно влаги. Здесь на фотографии можно насчитать 6 червей. They continue to turn darker and darker because of the stored carbon or И obtained. почвы становятся все темнее и темнее за счет накопления углерода. This is a cocktail mix that we planted to bale. Это 6-компонентный коктейль, который мы будем убирать в тюки. Once again, do not pay attention to the mixture. Еще раз обращаю ваше внимание, слова не читайте. That is for my soils, my personality. Это мое личное. Right, here's another one we did that year. And this one we planned on grazing for the year. Это 8-компонентный коктейль, и мы его выращивали для выпаса. We do soil health tours. We have many tours to our farm, and some of you have already been to our farm. К нам приезжает очень много, вот есть у нас такие туры «Здоровая почва», и некоторые из вас, возможно, даже приезжали на мою ферму в рамках этого тура. There are a number of you I've already personally met and visited with, and I invite you all to come to my farm. Есть уже те, которые приезжали ко мне, есть те, к которым я приезжал, из тех, кто находится в зале. Тем не менее, я всех приглашаю к себе, всех присутствующих. Not on the same day. Но, пожалуйста, не в один день. This is myself right here, and we're talking about a full season cover crop. Это я, и здесь с группой агротуристов мы говорим о покровных культурах. In September. В сентябре. This is what it looks like after it freezes. Вот так это выглядит после заморозков. The warm season cover crops die, and the cool season ones come to life. Покровная культура теплого периода погибает, а холодного периода продолжает расти. Right here we chose to hay the warm season cover crops off, and the cool season ones are coming to life. На этой фотографии мы убрали теплого периода культуру в тюки, а холодного периода продолжает расти. This is our soil pit. This young lady here is holding some roots. They were attached right here just before the picture. Это наша яма, для туров мы ее делаем, и вот эта девушка держит корень растения. When you get your roots to go down deep, you no longer farm square hectares, you farm cubed hectares. Когда корни углубляются настолько сильно, то мы уже не можем сказать, что
мы работаем на квадратных гектарах, мы уже работаем с кубическими гектарами. This is what Mother Nature looks like in my country. This is the Black Hills of South Dakota. Вот так выглядит естественная природа в моем регионе. Это называется черные холмы Южной Дакоты. On the mountain tops we have evergreens. They're very, very dependent upon fungus to survive. Наверху вечно зеленые растения, они очень сильно полагаются на определенный вид грибов для выживания. And they make pine cones when they roll down the hill. И они дают, ну, как плоды, они дают шишки, которые падают и скатываются вниз по склону. And in the low ground we have leaf trees А здесь внизу у нас лиственные that деревья. are very bacterial driven. Они живут за счет бактерий. And they have acorns on them and the squirrels carry them up the hill. И это дубы. И вот желуди, когда падают, белки их собирают и тащат наверх. So why aren't the trees mixed? Вот возникает вопрос, почему не произошло смешение этих деревьев? Our soil biology drives everything that happens. Почвенная биота управляет всем, что происходит. Here, the bacteria is too strong for the fungus. And up here, the fungus is too strong for the bacteria. Внизу бактерии настолько сильные, что не дают прорастать зависящим от грибов растениям, и обратная ситуация наверху. And in between, we get a combination, and the grasses grow. А между ними там комбинация, растут травы. So, here's a thought I had on my farm. И вот о чем я подумал. That if Mother Nature is allowing certain things to grow and other things not to grow, can I look at my soils and have the same thing happen? Если сама мать природа чему-то разрешает расти, а чему-то нет, то, может быть, мне смотреть и повторять природу. This is corn, warm season grass, planted into wheat stubble, cool season grass. Кукуруза, злак теплого периода, посеянная в пшеницу, злак холодного периода. Once again, next to the corn plant, where the biology is very, very strong, there is nothing growing. Видите, возле кукурузы, где очень сильная биология, биота, ничего не растет. But you can see all my soil. Но вы видите вот мою почву. Because the biology is eating something, so it ate my old residue. И так как бактериям надо, так как биоте надо что-то есть, они съели мои остатки. When I get far enough away from these plants, now I have all these plants grow. Если отойти подальше от этих растений, растут вот другие. You and I call them weeds. Мы с вами привыкли называть их сорняками. They're actually misplaced plants. А на самом деле это культура, растущая не на своем месте. And there's 6 different species of warm season broadleafs growing right here. И здесь растет 6 разных видов широколистных теплого периода. So once again, my soil is telling me it wants to have a warm season broadleaf on this field because there is 0 herbicide on this field. Другими словами, мать природа мне сейчас говорит, что мне нужны широколистные теплого периода, и при этом я вообще не обрабатывал гербицидами. So with that thought in mind, I left one paddock and did not do anything with it, and just see what would happen. И вот так, посмотрев на это, я решил один участок оставить и ничего там вообще не делать, и что же будет? June of 2015, I'm out with my boom sprayer right here spraying my paddock. Июнь 2015 года я выезжаю на опрыскиватели и опрыскиваю участок. This field has not had any spray applied to it in 12 months. 12 месяцев никакого опрыскивания на поле не проводилось. Can you get your fields to remain that clean? Вы можете добиться такой чистоты полей у себя? But there are all kinds of things happening there. Но там происходят всякие разные вещи, если присмотреться. If you look very closely, right here is a wild buckwheat. Если внимательно посмотреть, тут дикая гречиха растет. So, what is that soil telling me to do? Что говорит It's saying почва? I want to have a warm season broadleaf planted. More specifically, it wants to have buckwheat planted. Почва говорит, мне нужна широколистная теплого периода, а если конкретнее, то гречиха. So we went and got buckwheat seed. Ну, значит, вот, получай гречиху. And it was very, very profitable. И рентабельность была очень высокая, если честно. Corn yields for
our area in 2014, the neighbors had 4.4 ton to 6 ton per hectare. Урожайность кукурузы 2014 год у соседа 4,4-6,8 тонн с гектара. We all know how the neighbors lie, Но каждый из нас знает, что соседи любят приврать. so we don't know what that number actually is. Поэтому на самом деле я не знаю, это честно или нет. We have 58 years of no-till with 2 light tillage passes and 6 more years of no-till with rotation, 7.3. 58 лет ноутил, 2 очень легкие обработки, затем еще 6 лет ноутил с севооборотами, 7,3 тонны с гектара. We have another paddock, 64 years of no-till grazed with rotations and no cover crop, 7.6 ton. Есть у нас другое поле, 64 года ноутил, выпас, севооборот без покрова, 7,6 тонн. Not any of these had cover crops planted in them. То есть до этого мы вообще без покровных культур. So there was a spot in that soil's life where it did not get the carbon molecule sequestered properly. Другими словами, был промежуток времени, в течение которого углерод неправильно секвестрировался. Right down here, we have 23 years of no-till rotations and cover crops whenever we could get them applied. Здесь последняя строчка, 23 года ноутил, севообороты и покровная культура. Вот есть возможность, посеяли. 8.2 tons. 8,2 тонны. Is there our yields again? I'm going to remind you where they're at. Еще раз наша урожайность при традиционной обработке. Here's what our yields are in 2015. А это наша урожайность в 2015 году. So we've more than doubled and tripled our yields Мы практически удвоили, даже утроили урожайность. by having cover crops, low disturbance openers, rotations. За счет севооборота, за счет сошников, не нарушающих почвенный слой, и за счет покровных культур. In our alfalfa, we started seeding a cool season grass in that alfalfa. В люцерну мы начали сеять злак холодного периода. So we no longer have a monoculture in there either. То есть даже в люцерне у нас уже нет монокультуры. 400 mils of rain, ladies and gentlemen, and we're getting 4 cuts of alfalfa. 400 миллиметров осадков, дамы и господа, и при этом мы делаем 4 укоса люцерны. The neighborhood is getting 2 cuttings. Соседи дважды. Here's what it looks like when we harvest. Вот так выглядит уборка. Here's how we started things in 2016. We have wheat and flax planted together. В 2016 году мы посеяли пшеницу и лен вместе. Right, here's the flax Здесь лен and the wheat. и пшеница. The flax is sacrificial plant only. Лен это сразу мы знаем, что это как бы культура, принесенная в жертву, заведомо принесенная в Keeping my жертву. soil biology healthy. Она просто кормит мою биоту. Flax is an extremely dependent mycorrhizal plant. Лен очень сильно зависит от микоризы, Wheat is weak on mycorrhizal fungus. а пшеница она слабо зависит от микоризы. So we put them together Поэтому мы их вместе to высеяли, keep our soil healthy. чтобы почва была здоровой, So we don't have to spray insecticides and herbicides and fungicides. чтобы все вот эти вот фунгициды, гербициды, инсектициды не пришлось выносить. Here we're growing wheat and buckwheat together. Здесь вместе растут пшеница и гречиха. Buckwheat is very, very good at going out and exploring the soil and bringing phosphorus molecules available to the wheat plant. Гречиха хороша чем? Она корнями ищет фосфор и несет его пшенице. So we don't have to purchase as much phosphorus. То есть уже не нужно столько фосфора покупать. Right here, the harvester's been down in the field and we sowed the cover crop and it's just emerging about 10 days after the harvester's been down in the field. После комбайна мы посеяли покровную культуру, и вот если присмотреться, она только-только всходит, буквально через 10 дней. Right here's what it looks like from the air. Вот так это выглядит с этого угла. Right here's what it looks like about 3 weeks later. А вот так это выглядит через 3 недели. You can see things are starting to bloom. Видите, уже кое-кто начинает цвести. 0 rain on this since harvest.
С момента уборки 0 осадков было. Extremely dry at harvest time. Очень сухо было во время уборки. Neighbors all thought I was nuts for sowing. Все соседи с меня смеялись и говорили, что я съехал с катушек, потому что выехал сеять. This is what it looks like a few days later when we start putting animals on there. Вот так это выглядело, когда мы привели скот. Notice our native vegetation is all brown. Видите, сама природная растительность, она вся коричневая, And my fields are grass green. а мои поля зеленые. Livestock really do well on this. Коровам очень нравится. This is what they look like when it starts snowing. Вот так выглядит, когда снег идет, This is what it looks like today, а так это выглядит сегодня. driving out of my driveway. Это вот я выезжаю. This is my son right here, Это мой сын, and we do all this with the 6 of us и всего работает на ферме 6 человек. on about 12,000 hectares. У нас где-то 12 тысяч гектаров. Very efficient. Очень эффективно. So, we get back to this, Возвращаемся к этому слайду. the educator, and today I became the educator. Учитель. Сегодня мне пришлось занять эту должность. And I tried to prune your boxes back to square ideas. И я тоже пытаюсь что-то сделать, какие-то идеи вам привнести. And other people that you listen to today and tomorrow will do the same. И другие люди, другие докладчики, которых вы будете слушать, они тоже будут пытаться как-то оформить ваши мысли. I'm going to ask you to walk away from this conference in the next 2 days being educated, but getting your imagination back and applying it to your soil. Я хочу, чтобы после конференции вы вынесли какие-то знания полученные, но при этом включили представление. Here's what our prices were this morning. I checked before I come on stage. Сегодня, до того, как выйти на сцену, я проверил цены на зерно. Spring wheat $183 a ton, winter wheat $137 Первая a ton. строка яровая пшеница, вторая озимая. Corn at $116 a ton. Дальше кукуруза. Now you've seen the numbers. I was growing corn at $84 a ton of production, or $66 a ton of production. Вы видели цифры, или $80 у меня стоит выращивать кукурузу, или даже 66. So with today's prices, we are still in the profit. То есть даже при сегодняшних ценах мы зарабатываем деньги. I ask you just to believe in your soils, place seeds in them at all times. И я призываю вас верить в ваши почвы и вносить в них семена все время. I know some of you are very low rainfall, 200 and 300 millimeters of rain. Я знаю, что у некоторых из вас выпадает очень мало осадков, 300 миллиметров. On our very dry years, we get down to 200 and 300 millimeters of rain. У нас в сухие годы может даже до 200 опускаться. And it works. И все равно все работает. But you must believe in your soils. Но нужно верить в почву. With that, I think, can you advance this slide? Turn it on. Можете включить видео. Tomorrow, we will have another presentation, and I'll talk more about the skin of the earth. Завтра у нас будет другой день, другая презентация, и мы будем говорить о коже земли. Today was about what we're doing on our farm. Сегодня я больше рассказывал о том, что мы делаем. Tomorrow will be about all the people that have either come to our farm, come to our conferences, or have been educated about no-till in some fashion, and how the commonality of it works no matter where you're at in the world. А завтра мы поговорим о тех людях, которые когда-либо приезжали ко мне, или я к ним приезжал, о том, что общего между нами. And with that, I think we're done. На этом спасибо. We have about 1,000 beef cows, Около 1000, но это мясная порода. and they all have babies. И у всех есть телята.
Many times I get questions about what kind of iron we use, Очень часто мне задают вопрос, ты каким железом пользуешься? whether it's red or green or yellow or blue. Неважно, красное, оно, зеленое, или голубое, или желтое. It makes no difference. Неважно. I use the blue one. Голубая. This system works only if you have very low disturbance. Система работает, Я если у тут, да, вас да, я очень немножко низкое опоздал. нарушение почвенного слоя, The color of the iron makes no difference. а цвет железа уже не важен. When it comes to your life, does it make a difference if your wife comes home with red hair or yellow hair after being at the hairdresser? Вот если в жизни в нашей вам сильно важно, жена вернется из парикмахерской с рыжими волосами или с синими волосами? Конечно, важно, надо будет сказать, хорошо это или плохо. Yes. With that, thank you. Yes, Да. only if you have unhealthy soils. Но только в том случае, если почва не здорова. Many years ago, when I stood on stage, I told everybody to not have their cattle on their farmland. Много лет назад, когда я стоял вот так же на сцене, я всем говорил, ни в коем случае не выгонять скот на поля. If you have a living root in your soil, when the cows walk on it, they actually help build soil carbon. Если у вас в почве живые корни, то коровы, которые ходят по этой земле, они ее как массируют, и они помогают накопить углерод. How are we doing for time? Время все. When an animal walks on soil with a living root in there, it presses down a little bit. Когда животное ходит по почве, в которой есть живые корни, оно как вот надавливает. At the very surface. Но у самой поверхности. When a plant is injured, whether it's an insect bites it, or whether somebody tears a leaf off, or whether something steps on it, it is injured for a moment. Когда, например, жуки какие-то погрызли растения, или что-то надломилось, или наступил кто-то, оно ну, вот, как травмировано. And just as our bodies, when we get injured and get a cut, we get bruised, and our bodies repair the bruise. Точно так же, вот если вы ударитесь, будет синяк, но тело мобилизирует ресурсы для того, чтобы вылечить нас. Plants repair their bruises with carbon molecules. Вот эти вот мази против синяков для растений – это углерод. When the bruise is healed, it sheds the carbon molecules off into the soil. Когда синяк у растения выздоровел, молекулы углерода возвращаются назад в почву. Which become plant food, or excuse me, which become biological food as soon as the plant no longer needs those cells. И тогда они становятся уже пищей для растения, когда не нужно использовать его для лечения. So today, I now have 1,000 animals, but it is not enough for the hectares I have. На сегодняшний день у меня 1000 голов скота, но я считаю, что мне этого недостаточно на 12 000 гектаров. Very gentle. Нежно. Did they hear the question? The audience hear the question? Все услышали вопрос? Как, сейчас, секундочку, как вы вводите цилиндр? There's many times that because of
style of farming, we think we know everything. Очень часто, вот по тому, как мы ведем свое хозяйство, нам кажется, что мы все знаем. And the problem is, many times we know too much. А иногда проблема в том, что мы слишком много знаем. And we forgot the most innocent things that can happen. Мы забываем о самых незначительных каких-то моментах, которые могут произойти. It's just like yourself sitting there. Это вот как вы сидите здесь, например. You get up and you walk around and you can perhaps run. Вы можете встать, вы можете походить и даже разбежаться можете. You have forgotten what it's like to crawl. Но вы уже забыли, как это ползать. But before you could walk, you had to crawl. А если вы вспомните еще из детства по детям, то они сначала начинают ползать, а только потом ходят. So we have to go back and remember the steps of how we progress in life. То есть надо вернуться назад и вспомнить, как мы развиваемся сами. Or else we make mistakes. В противном случае опять набьем шишек. У вас вопрос, да? Различие скота, мелкий скот, лошади, крупный скот, какой лучше? Я, честно говоря, даже не знаю. Yes. Да, это важно. When cows eat, they only have teeth on the bottom. Когда едят коровы, у них вот во рту зубы расположены как вот сзади. So when they eat, they wrap their tongue around the grass and they pull it off. Когда корова ест, она языком растение обматывает и выдергивает. And they use their teeth to shear only. А зубы используют только для того, чтобы раздробить. Sheep and goats have teeth on both top and bottom, so they cut it off. Если взять, например, овец или коз, то у них зубы и на верхней, и на нижней челюсти, и поэтому они как срезают. Sheep and goats will give you the shearing action on the top and the hoof action on the bottom. То есть получается сверху как ножницы работают, а внизу топчут. But they will not give the tugging action that grass plants wish to have. Но не будет вот этого тянущего действия, которое нужно растению. It means livestock. Это значит животное. On our continent, we had buffalo before man was there. У нас вот в стране до того, как, скажем, люди заселились, буйволы бегали. So if I want to mimic what Mother Nature does, I should have the buffalo or cows on my soil. То есть, если уже совсем повторять то, что делает природа, то мне нужно завести буйволов, ну или хотя бы коров. There are other soils of the earth before man was there that only had the sheep animals on there. Есть земли в мире, где, скажем, на самом раннем этапе развития этой планеты только овцы ходили. You see, before man was here, on your continent or my continent's much younger than yours, so I get to go out and see what it was like before man was there. Как вы знаете, мой континент намного моложе, чем ваш континент. Поэтому, если я хочу увидеть, как правильно работать, я просто должен понять, что происходило до того, как он был заселен. And when I go out and look at these healthy systems that Mother Nature has there is never a herbicide or an insecticide or a fungicide. И если посмотреть на то, что делает мать природа, то природа не вносит химических гербицидов, инсектицидов. There is never fertility added. Никогда не вносит удобрений. And they're very healthy. И тем не менее остается здоровой. We as man have came along with our very intelligent mind И тут пришли мы, все такие красивые, очень умные, and destroyed our soils. и разрушили почву. Something's wrong. То есть что-то тут не так. You see, I'm perhaps going to live 20 more years. Может быть, я еще лет 20 проживу. My father died 2 years ago. Мой отец умер 2 года назад. My son perhaps is going to live another 40 or 50 years. Мой сын, возможно, проживет еще лет 40-50. And my grandchildren will live 70 or 80 more years. А внуки 70-80 лет. But we all die. Но все мы умрем.
Our soils are supposed to be alive а почва должна быть здоровой. forever. Навсегда. Why do we keep trying to kill them? Зачем же нам стремиться и убивать ее? And this is a way that we can make it a little better. А так мы можем сделать ее немного лучше. Я никуда не уезжаю, 2 дня вы можете ко мне подходить и задавать вопросы. Есть ли мышки на полях, есть, и как он с ними борется? Я вас не услышу. Есть ли мыши, и как Мальц. он борется? How do we control mice? Does the audience know that? Wherever I go in the world and speak, mice and rodents come up. The topic comes up. Где бы в мире я не выступал, мне всегда задают этот вопрос. We were in Alexander's Field 2 days ago, and there are many, many mice there. 2 дня назад мы были на полях Александра, и там было много мышей. We have mice on the North American continent also. В Северной Америке тоже есть мыши. If you have one thing that is a huge problem, it's because you're out of balance. Если у вас что-то становится большой проблемой, значит нарушен баланс. And when I look around your countryside, I see very few birds, Если вот ехать, скажем, по вашей стране, то я вижу очень мало птиц. I see very few coyotes and foxes and wolves. Очень мало лис, койотов, волков. We have to have a balance. Должен быть баланс. And if we don't, one thing gets out of balance, and that is what's wrong with mice. We have И если баланс нарушается, то что-то становится большой проблемой. we have rectified the short-term problem with mice У нас была какое-то время проблема с мышами. is we plant our seeds Мы посеяли свои семена, and then we spread on top of the soil a seed that the mice likes to eat. а потом по почве разбросали зерна, которые любят мыши. For example, if we're sowing corn, Например, если мы сеем кукурузу, we spread sunflowers over the top of the field. по полю мы разбрасывали подсолнечник. Very, very thin. Вот так, небольшим слоем. And just ordinary sunflowers. Обычный, самый обычный подсолнечник. So cost is very insignificant. То есть затраты минимальные. And everybody, including humans, are people or things of least resistance. And the food that's easiest to get, the mice will eat. И вот все так живут, любой живой организм, даже люди. Мы питаемся тем, что проще всего достать. That allows your mice to eat and allows the predators that want to harvest your mice to their numbers to get up there. Таким образом, мыши приходят и питаются этим подсолнечником. Хищники видят, что увеличивается популяция мышей, и тоже увеличивают свою популяцию и едят мышей. The problem is that we as human beings want to shoot everything bigger than a mouse. Но проблема в том, что мы, люди, очень любим взять ружье и застрелить то, что больше мыши. So we have to educate everybody in the necessity to have balance. То есть надо всех в своем сообществе обучать, что нужен баланс. Tell him there are no small questions. Больше маленьких вопросов. Уважаемые коллеги, дальше работаем по программе, она у вас есть на руках.